Сергей Тихонов написал, Микеланджело в своих дневниках писал: «Годы ученичества, проводимые молодыми людьми в мастерской любого художника, растрачиваются попусту. Коль юноша даровит, из него выйдет толк и без вмешательства наставника. На стезе искусства законами не повелевают, а им следуют». Свободу Микеланджело считал движущей силой творчества, но знал законы и не был их рабом. Но это самое красивое — не быть рабом. Знаешь закон, знаешь, как котлеты приготовить, например. Добавляешь вместо мяса капусту. То есть закон — мяско должно пройти тепловую обработку. Но как? Можно на сковородке, можно в духовке, можно на костре. Или вообще в кастрюле. Так вот, как сделать, как написать, как отколотить камень так, чтобы это было произведением искусства? Это вечная тема без вмешательства наставника. Когда я провожу классы, я не вмешиваюсь в процесс. Я только говорю, что мой глаз раздражает, где какие неточности. И студент сам исправляет. Вот это самая важная задача, чтобы вы совершали собственные открытия, делали ошибки и исправляли их. Вот это очень важно. Амаралкин, я не знаю почему, но от пятки блудного сына Рембрандта мороз по коже. Какая-то магия именно в этой детали. Самая маленькая деталь играет большую роль. Поворот, как вот ноги, как он сидит на коленях перед отцом, в какой позе, движение в его фигуре, в фигуре отца. Все передает эмоцию, настроение, магия, да. Вы помните, что Пабло Пикассо приезжал в Эрмитаж, чтобы посмотреть вот эту работу. И он провел около нее, по-моему, 1,5 часа и уехал. Юзер Джокер. Ничего не понятно, но красиво. Как интересно. Вы знаете, есть такие работы, когда ты не стремишься за тем, чтобы написать что-то очень понятное, чтобы просто отразить красоту места. Нет. Непонятное в работе, которую интересно рассматривать, может быть, исходит из того, что красота пятен так подобрана, так найдено, композиционное решение просто пятен. Угадывается сюжет, угадывается мотив, пейзаж или что-то другое. Но магия пятен работает сильнее. Их масса, величина, цвет, тональность. Я советую делать просто упражнения на тему того, чтобы решить сюжет, который вам очень хорошо ясен, и вы его, может быть, написали, потратили там 3 часа времени, или я не знаю сколько, 2 дня, а потом сделать абстрактное решение на эту тему. Это может быть очень интересно. Это развязывает руки, освобождает тебя от каких-то вот рамок. Ты выходишь из плена привычных решений. И такие специально сделанные работы, может быть, небольшого формата, могут быть даже ценнее, и для вас, и для коллекционеров, потому что они сделаны свободным человеком. Это как раз и выход за рамки, но на основе законов, о которых я сначала прочел цитату из Микеланджело. Василий ДМБ, глядя на то, как вы круто пишете, спасибо, на ваши картины, этюды поражает смелость, свобода, экспрессия, убедительность. Не удается понять, как можно хотя бы приблизиться к этому состоянию в картинах и этюдах. Работать надо. Сделаешь рассос, то получится просто. Неужели всего лишь, как вы говорите, надо рисовать то, что на самом деле не вижу, а можно придумывать, опираешься на сюжет, на мотив. Но ищешь все время решение, свое решение, новое решение, для вас новое, для меня, для художника. Вот в чем фишка. Тогда непонятно, на что опираться при рисовании, как выявлять проблему, почему не получается. А на рисовании, на рисунок опираться, на форму, на точность передачи формы. А в живописи ты можешь отступать.
То есть вот нарисовал 5 пальцев, да, не обязательно их прям пересчитывать. Это будет чертеж, но не живопись. А вот найти решение вот этих вот, казалось, почти одинаковых, да, значит, надо нарисовать так, чтобы это уже было интересно, да, вот даже пальцы. И смотреть форму. Это освещено так, это так. И все они по-разному освещены. Вот и все. И ты ищешь решение вот этих пальцев, этой кисти руки. Кисть руки писать сложнее, чем портрет. Потому, ну, прям очень сложно. Все время ты ищешь решение, как не уйти в чертеж, в точность. Точность рисунка я сказал, а вот в живописи ты от чего-то отказываешься. Может, 2 пальца там вместе соединить, какие-то плоскости вместе прописать. Ну, короче, степень точности, условности и вот живописности, не знаю, как сказать, это вот приходит. Так, дальше. Только получается фальшивая, небрежная мазня, не то, что у вас. Думаю, что у меня плохое воображение, не научился придумывать впечатления или просто бездарен. Ну уж прям так. Или смириться с тем, что и как есть, не искать ошибки, ляпы, быть менее самокритичным. Нет, самокритичным, я считаю, надо быть очень серьезно к себе, а других прощать. Восторгаться любыми своими работами. Нет, зачем же восторгаться? Тогда не получится вот пути к совершенствованию. Над вымыслом слезами обольюсь, да? Ну так вот, надо много раз обливаться слезами, прежде чем придет это решение. Вы думаете, так это просто там у меня получается? Нет, я вот сейчас приехал, смотрю работу, которую я писал в феврале здесь, и начинаю их просто по-другому, уже изменилось видение, и я их начинаю курочить и доводить. В этом-то и радость, что совершенству нет предела, и вас ждут открытия. Почему я и создал этот дневник открытий в моей школе? Но он доступен тем, кто у меня занимается. Потому что мы там вместе с вами собираем вот эти вот изюминки, у каждого свои, и получается такой вот пухлый багаж. Так что заходите в школу, на сайт. Осталось вообще 1-1,5 дня до завершения набора новой группы на курс «Уходящий день». Вот как раз там идет речь о светоносности в пейзажах. Вводный урок, лекция на сайте. Заходите, там я и расскажу о курсе. Друзья, комментируйте, задавайте вопросы. У нас получается живое общение, и мы превращаемся в мощную команду. Напоминание всем участникам нового курса. Вступайте в 3 группы, вам пришло письмо со ссылками на закрытые группы в телеграм-канале. Так что вы просто не упускайте его, не пропускайте мимо, нажмите на ссылочки и вливайтесь в общение, и это будет очень важно для каждого из нас. Если кто-то пропустил эти ссылки, это письмо, напишите мне, пришлем еще раз. Любопытство распирает, Саня. Я хочу. Хочу и рыбку съесть. Да вот комса. А, кстати, хамса же. Ужин не она малосоленая, а жареную мы сейчас можем пожарить ставридос. Ну, с комсой никто не жарит. Комса должна быть малосольная. Так ее жарить не надо, она так вкусно. А у нас еще есть ставридос Соединена в муке. в муке. Муку посолить, на сковородке. Тоже свеженький. Вчера припер, ну мы его холодили.